Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый рукодельный влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, и приятного вам просмотра. Я сейчас села довязывать все свои недоделанные, недовязанные изделия. Ну, в моем случае это салфетки, сервировочные такие наборы на одну персону. Сейчас, вот в прошлом влоге я вам показывала зеленую такую салфетку, и вот к ней розочка, то, что вы видите, и под стакан салфетка. Ну, в общем-то, это первое, что нужно будет доделать. Потом еще есть недоделки, где нужно тоже и розочку собрать, и нитки закрыть, все вот заправить. Потому что вообще я очень соскучилась по вязанию, я обожаю вязать, но тут несколько дней не было возможности, потому как, ну, во-первых, хоть я живу одна, ну как одна, с собакой, но все равно нужно, знаете, домашние дела в любом случае никто не отменял, я за правильное питание, поэтому нужно было что-то приготовить. И убираться, естественно, нужно, и плюс ведение канала. Стараешься еще как-то с Ютуба что-то перетащить на Дзен, хотя я уже говорила, я к Дзену серьезно не отношусь, но тем не менее, поэтому всякие дела. Но вот сегодня именно день прям под вязание. Буду смотреть какие-то видео, вязать, в общем, как-то так. Сейчас я хочу показать, что мне подарили, что я купила. Подарили мне вот такую вот пряжу. Моя ученица Диана подарила мне. И также еще подарила вот такие нитки. Та же самая марка. Вот. Очень красивые цвета, как желтый, так и голубой. И еще я заходила в Леонардо с очередным промокодом на 500 рублей. Вот. Ну, у меня там была покупка чуть больше, я 78 рублей доплатила. Ну, у меня еще скидка 5,5%. Взяла уже в который раз вот этот мягкий хлопок, только единственное, что в прошлый раз я брала от Белку, а в этот раз просто белый цвет. И еще вот эти нитки, которые мне понравились, крокус, пряжи из Троицка, красный цвет. Ну, сам по себе цвет красный я не очень-то люблю, но как бы для салфеток пригодится. И еще я взяла вот эти мулине золотые в этот раз по 54 рубля и взяла сразу 4 штучки. Вот. Пусть будет. Так что вот такие были у меня подарочки, приобретения. Все очень-очень нужное. Этот рукодельный влог у меня как-то растянулся. Просто не было вообще ни на что время. Сегодня уже вообще 26 апреля. Я доделала наконец-то вот такую салфетницу, в которую вставляются бумажные, ну или тканевые салфетки, кому как нравится, кто чем пользуется, типа Порто Гуарданапу. И с розочками это к моему комплекту, в принципе. Теперь у меня все комплекты готовы. Один, который к жель, мне нужно сейчас будет отпарить. И самое главное, что сфоткать надо. Ну вот это самая, конечно, такая проблемка, сфотографировать. Ну да ладно. Буду фотографировать, но это я оставлю на завтра. Да, когда какие-то сложности есть, всегда оставляешь. Это, конечно, неправильно, но в любом случае сейчас я нашла еще один повод, у нас за окном мрачно, а повязать мне очень хочется, поэтому я сейчас лучше начну новый комплект какой-нибудь. Ну а завтра уже все. Ой, прошу прощения, извиняюсь. Короче говоря, вот довязала. Мне нравится. Сейчас села вязать салфетку. Скорее всего, это будет турку люксу. Ну, хотя их по-разному называют. Ну, в общем, сейчас приступлю.
Процесс продвигается, на самом деле. Не могу сказать, что вязать сложно, просто учишься, поэтому вот, время где-то на что-то тратится. Но очень интересно. Довязала этот комплект. Большая салфетка под тарелку, вот такая маленькая под чашку и салфетница. Такая вот роза, красивая. И еще купила Момент гель, прозрачный клей. Сейчас вот это все отнесу пока что к связанному. Свой рукодельный влог я решила продолжить вот здесь, в парке, недалеко от метро «Динамо». Я иду по направлению к ЦСКА. Я сегодня была у метро «Марьина роща» в Капитолии, и там магазин наперсток. Я там всего второй раз в жизни, но в этот раз спросила про ихнюю карту скидочную. Она дает 5% скидку, и можно накопить на 10%. Наконец-то ее получила. Чтобы получить ее, нужно на 400 рублей купить. Я вообще там смотрела совсем другое, но не нашла. Но зато я нашла там вот такую вот, ну, кисловодскую, карачаевскую пряжу, ее по-разному называют. Вот, мне как раз нужна была белая. Я сначала взяла 2 мотка, но когда узнала, что нужно на 400, взяла 6 или 7 мотков, короче, получилось. Ну и со скидкой 400 там... Короче говоря, один моток стоит 60 рублей. Если наберешь вообще любого товара на 5000, то применяется мелкооптовый ценник. Ну, короче, все мои покупки здесь это вот эта пряжа. Она мне просто нужна. Это акрил. Конечно, он такой, мне кажется, немножко... Нет, ну он мягкий, но все равно более грубоватый, чем акрил бэби, там что-нибудь такое. Ну, как бы без разницы. Главное, я из него вязала, нитки хорошие, и у меня теперь есть скидка 5%, и я еще, знаете, классная там продавщица, мы с ней разговорились, она мне рассказала, какие ей еще магазины нравятся, я ей лайфхак подсказала с активным гражданином, она рассказала, что вяжет крючком, я рассказала, чего я вяжу, короче, обсудили, потрепались до следующего клиента. Милейшая продавщица, вообще море позитива, вот я говорю, к таким вот хочется заходить, потому что, ну действительно, она всегда рада помочь и так далее, а вот когда я около нашего дома заходила в какой-то маленький частный магазинчик, на меня так посмотрели, вроде и поздоровались, и все, я тут сразу вышла, ну, знаете, желание пропало, и что-то смотреть, и что-то спрашивать, честно говоря, ну, вот. Поэтому очень понравилось, и, как она сказала, она спросила метро, и говорю, какое у меня метро, она говорит, у вас там тоже есть магазинчик этот, ну, слушайте, это вообще супер, она тоже рассказала, что можно и через интернет заказать, там еще что-то, ну, классно, в общем. Вот такая салфетка у меня получается. Сейчас перейду к другому цвету. Продолжаю свой рукодельный влог. Я сейчас в балетном зале вяжу очередную салфетку. Сижу тут в кресле-мешке. Вот так вот. Тут у меня подушечки. Ну, как-то, не знаю, захотелось тут посидеть. Рукодельный влог продолжается уже следующий день. Я сейчас буду вязать розу к своему комплекту. Прошло примерно полчаса, я не засекала, я сделала вот эту розочку. Ну, ее осталось только скрутить, сшить и сделать там кольцо. Но это я, да, еще нужно вот здесь вот серебро сделать, но это я сделаю, когда приеду. Сейчас у меня просто нет времени на это. Вот, я просто пока кофе варился, я вот решила сделать. Но по факту кофе уже, наверное, остыл. Сегодня воскресенье, 8 мая. Продолжаю свой рукодельный влог. Вяжу очередную салфетку, красную в этот раз, с сердечками. Мой рукодельный влог продолжается. Я вовсю вяжу разные салфетки. А сейчас вяжу
салфетку тюльпаны, которая у меня была для себя связана на пробу из акрила, и теперь уже вяжу из хлопка. Тут малость накосячила, вот, ну, уже все исправила. И сейчас буду вывязывать непосредственно тюльпанчики. Взяла вот этот мультиколор. Так что вот. В этот раз хлопок, конечно, удалось даже совершенно случайно подобрать точно такой же, как в видео, но в том смысле, что по цвету. Это вообще радует. Ну, тюльпаны там, я не знаю, в общем, я буду вот эти делать, потому что очень часто бразильцы используют мультиколор. И, конечно, классные должны быть переходы, хотя не знаю, как эти будут нитки. Вот. Но я рада, что вообще у меня за последнее время очень мало выходило рукодельных влогов. Это потому, что я действительно очень много вязала, включения делаю не часто, но, знаете, я многому чему научилась, я очень рада. Тут и объемное сердечко связала, и сейчас покажу, кстати. Потом я никогда не любила, знаете, вот эти острые крючки, которые вот вечно нитки путаются, и ничего, тоже с ними подружилась. Потом уже и к ниткам, даже если они какие-то рыхлые бывают такие, вот не знаю, как будут эти нитки, но, например, мягкий хлопок, они вот правда, сами все вроде нитки хорошие, но рыхловатые, но и к ним привыкла, так что это хорошо. Вот к одному из комплектов как раз сердечко связала. Оно такое еще АСМРненькое, антистрессовое, потому что там вот эти шарики из пенопласта для кресла-мешка. Такое колечко с обратной стороны. Ну, в общем, салфетница. Решила немного повязать на камеру. Сейчас вяжу комплект единорог, красочный единорог. Большая салфетка связана. Сейчас вяжу маленькую под кружку или бокал, или ну, под еще что-нибудь такое. Очень мне понравился этот комплект, просто в полном восторге. Он такой яркий, при этом нежный. Салфетница будет с бусинкой. Уже нашла нечто интересное. Попробую связать. Ну и вот заодно как бы на камеру. Нитки эти, насколько я поняла, турецкие мне подарили. Продолжаю снимать рукодельный влог. Уже снова прошло довольно много времени. Я успела совершить некоторые покупки, навязать много всего. Ну, я целенаправленно собираю такие фрагменты и уже потом все выложу. 2 раза сходила в Леонардо, потратила 2 раза по 500 рублей сертификат. Я не помню, что-то показывала, вот эти 2 последних захода я не помню, показывала или нет, точнее вот самый-самый крайний не показывала, а предыдущий не уверена, показывала или нет, но да ладно. Давайте приступим. Предпоследний раз, когда я ходила, я купила 2 мотка вот таких ниток, но это уже не первый раз купила, это, ну, типа мягкий хлопок, по-моему, называют, да, мягкий хлопок, Комтекс, и это цвет, в общем, отбелка. 2 номер, я вообще хотела взять просто белый, такой обычный, но не было, поэтому вот приобрела отбелку. В любом случае как бы надо. И там мне нужно было... еще в тот же заход я взяла вот это мятный цвет. Ну, тут бирюза, светлая бирюза, 23 номер. Я уже такую брала, вот, по-моему, я вязала. Ну и думаю, возьму еще. И там то ли мне надо было добить покупку, ну там же на 500 рублей, плюс у меня скидка 5,5%, и, соответственно, что-то там оставалось. И я взяла
рафию такого цвета. Так, кое-что я задумала, чисто на пробу взяла. Цвет здесь, ну, такой, 23 номер, короче. Не знаю, как он, ну, голубенький такой, красивый. А в этот раз я взяла троицкая пряжа, крокус, тоже уже беру не первый раз. Оттенок персик 2866, вот такой цвет красивый. Ну, во-первых, такой цвет я еще не брала, ну а во-вторых, там особо не было выбора. Хотя в этой линейке, насколько я знаю, много цветов, но сертификат-то у меня был в Леонардо, и вообще в Леонардо и самая-самая адекватная цена в 198 рублей. Конечно, наверняка, может быть, есть где-то места, где еще и дешевле, но, опять же, бывают интернет-магазины, где ценник дешевле, но нужно либо брать оптом, либо есть какая-то минимальная сумма заказа, или там еще что-то. Ну, короче, в любом случае для меня Леонардо это самый такой оптимальный вариант, где, ну вот, если собрать вот эти все за и против, то так или иначе Леонардо максимально для меня выгодный магазин. Ну, естественно, что нужно было еще что-то взять. Я взяла мягкий хлопок, на этот раз черный, подумав, что черного хлопка у меня нет. И, в принципе, вполне может сгодиться. Вот, приобрела. Ну, там еще деньги оставались, плюс я немножко доплатила. Я повторила от Comtex мотылек. Серый цвет, это вот такой вот как подметаллик, вот он, видите, здесь. Очень нравится, взяла. И потом от Comtex я взяла на пробу нитки бусинка. Взяла бирюзу, 24 номер. Вот, видите, очень интересный такой, с вкраплениями, классно. У меня просто эти нитки я, по-моему, еще ни разу не брала. И второй цвет голубой, 15 номер, но такой, я бы сказала, либо серо-голубой, либо какой-то такой, ну, в общем, тоже с вкраплениями. Вот такие вот покупки были. Сразу решила показать, потому что сейчас там мне уже мятный цвет потребуется. Я, правда, посмотрю, нет ли у меня открытых ниток. Пойду порыскаю в своих запасах. Вот я изначально, видите, брала тот же мягкий хлопок, но обычный белый, без отбелки. Мне как-то это нравится гораздо больше. Ну ладно, ничего не поделаешь, хотя в принципе и то, и другое нужно. Я сейчас вязала вот такую классную подставку. Она так вот растягивается, вот, как показывают, под там стаканы, подо все. Под вазочки. Вот. И так сюда ставится, очень красиво. А можно вот так вот сделать. И тоже будет объемно и очень симпатично. Так что сейчас буду вязать такую же штуку, но мятную. Впервые за некоторое время решила достать утюг. Ну, на самом деле, мне для фотосессии некоторые салфетки нужно немножечко прогладить. А этот утюг, он вообще как бы новый. Он куплен лет, ну, 4,5-5 лет назад. И мама пару раз, в общем-то, воспользовалась. Ну, а теперь он просто лежит, потому что я свои вещи не глажу. Ну и, собственно, вот, как раз эта гладильная доска комод послужит. Собственно, хорошо, что вот эта часть, она как бы складывается. И та часть тоже вот складывается. Это мне удобно, потому что мне сейчас не пришлось ничего отодвигать. Это вообще бесценно. Очередная часть рукодельного влога. Вяжу на подарок салфетку. У меня тут, вон, сколько ниток. И решила подсластить себе жизнь. Очередной фрагмент для моего рукодельного влога. Вяжу потихонечку. Тут у меня всякие разные нитки. Пью кофе.
Мне даже очень интересно, насколько у меня уже затянулся рукодельный влог. Я так понимаю, что его снимаю несколько месяцев потихоньку. Вот сейчас я вяжу себе воротничок такого ментолового цвета. Ну, во-первых, потому что эти нитки куда-то надо девать. Я сейчас на балконе, у меня тут, видите, листья нападали. Ну, а во-вторых, я заказала на Wildberries себе трикотажное платье, прям простейшее такое, с длинным рукавом, ну, а-ля майка, грубо говоря. Вот. И оно как бы само по себе будет, я думаю, хорошее, но, в общем, я хочу к нему сделать воротничок, но не факт, что оно так будет, но посмотрим. Заодно поучусь, потому что воротнички я еще ни разу не вязала. И у меня есть некоторые покупочки, которые я вам чуть позже покажу. Вот так вот выглядит, ну, еще в процессе вязки, воротничок. Он вообще будет сюда идеально, особенно когда уже будет закончен. Ну и таким образом платье будет более нарядное и при этом вполне себе такой дачный вариант. Вот. Сегодня уже свой рукодельный влог я буду все-таки завершать. Честно говоря, действительно думала, что буду снимать, как и раньше, в прежнем режиме влоги, но вот этот влог, который растянулся так надолго, я просто думала, довяжу, когда все салфетки, покажу их там и так далее. Ну и, в общем, в итоге все это очень надолго растянулось, ну да ладно. Сегодня я вам покажу еще свои покупки. Опять же, я все взяла в Леонардо бесплатно по купону. Через приложение «Активный гражданин» у меня был купон, как водится, на 500 рублей. Ну, я там доплатила, в принципе, 100 рублей, потому что там от 500 что-то оставалось, чтобы не пропадало, я взяла еще нужные мне нитки. Ну, давайте покажу. В общем-то, это был мягкий хлопок от Comtex. Он отлично подходит для вязания салфеток, поэтому я в этот раз взяла в магазине Леонардо около своего дома, он у нас открылся, около метро, что, конечно, порадовало. Ну и одни нитки, которые я всегда беру, их там не было в принципе, ну или, может быть, я их не заметила. А мягкий хлопок, по счастью, был, но я изначально планировала взять еще белых, и желательно не отбелку. Но ни того, ни другого не было, поэтому взяла то, что было. Во-первых, вот такой цвет голубой. Здесь написано бирюза 0,24 оттенок. Такого у меня еще нет. Следующее тоже от этого же производителя. Цвет серебристый 0,08. Такой вот цвет. Ну, я считаю, что просто светло-серый. Также мягкий хлопок Comtex. Цвет цыпленок 0,34. Но здесь уже другая этикетка. Кстати, вот интересно, в чем разница. Везде 220 метров, хлопок нейлон. Вот здесь вот Подольск. И здесь Подольск. Странно. Все одинаково. Ну, не знаю, может быть, просто поменяли этикетку. Я просто видела, что изначально какие-то различия были раньше. Так, ну и четвертый моток ниток, который я взяла, это пряжа из Троицка, ромашка, цвет, написано принт. Вот так выглядит. Ну, это типа мультиколор. По толщине, в принципе, одно и то же. Я взяла, чтобы вязать всякие листочки, цветочки. Как раз таки получится миленько.
Да, в принципе, наверное, и в чистом виде будет неплохо, но я взяла именно под цветочки. В наших магазинах, конечно же, много представлено мультиколора, но, к сожалению, вот именно таких более-менее естественных сочетаний очень мало. Вот у меня есть розовый, и теперь вот такой приобрела, что не может не радовать. Решила еще продолжить хобби-влог. Я пересмотрела все фрагменты и вроде не нашла, чтоб я это показывала. Я, когда ездила в Питер, мне любимый отдал челночки вот своей мамы. Она там и вязала, и шила, и, в общем, такая была рукодельница. Вот, у нее были два вот таких челночка. Ну и, соответственно, ну, кстати, они такие, хоть и пластик, тяжеленькие довольно. Вот, и потом он ей сам сделал вот такие челночки. Сколько тут? 6 штук целых. Вообще тоже молодец, потому что, ну, как бы сам такой смог сделать. Я помню, что мы через мою преподавательницу покупали такие челночки. У нас два челночка есть, тоже вот таких. Но теперь у меня получается вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 челночков. Ну и вот это тоже сюда попало, но я это сохраню. Это вот у любимого мама делала такую прелесть, посмотрите. Оставим на память. Ну, либо будет здесь, либо я обратно в Питер отвезу. Ну, в общем, красота. Согласитесь, красота просто вот. Вот это вот все. Тоже вот это. Очень здорово. Потом вот еще тоже она вязала. Ну, тут много всего. Надо на самом деле разобраться, все распутать. Вот. Тут еще вот такие узорчики. Но это уже мои нитки. Это я тут вспоминала. У нее тут еще схемка лежит. Так что, вот, я потом разберусь. И потом в следующий раз, когда я поехала, любимый мне отдала спицы. Значит, канву отдал. Не знаю, мне показалось, что я снимала. Ну, ладно. Но здесь всякие такие нитки, там немножко мулине, немножко еще чего-то. Ну, я как бы взяла, там посмотрим. Так, ну что тут? Вот такая тесьма есть, еще такая. Вот, красивая. Канва. Ну, ее надо постирать, пригодится. Ну, как-то она так лежала не очень хорошо, поэтому что-то надо будет постирать. Ну, у меня тоже таких всяких ленточек полно, но, как вы понимаете, они пригодятся. Вот еще такая, это у меня тоже есть. И, между прочим, точно такая же имеется. Вот этот шнур тоже. Но это все хорошо. Это все нужно. Так что я взяла. Вот еще такая прелесть. Ну и много спиц. Это вообще отлично. Также я довязала себе воротник. Теперь его надо укрепить. Но я этим займусь, скорее всего, завтра. Он будет, ну как там в мастер-классе, на завязочках. Это я вязала по мастер-классу Audrey Studio. Очень хороший мастер-класс, все ясно, понятно, вообще без каких-то проблем. Действительно, ничего не фалдит, очень все грамотно. Так что завтра буду укреплять. А еще я вам не показала, что я тогда на балконе вязала, вроде бы не показала. Вот такие квадратики. Они, ну, разные такие вот. Я из них сначала думала сделать плед, а потом решила, что сделаю себе сумку. Ну, как раз-таки я начала вязать незадолго до случившегося с ушастиком. Довязывала в процессе, и, короче, дальше у меня уже было ни до чего. Но все вот эти связаны, надо заправить нитки, и можно будет собирать сумку.
Ну и покажу, в принципе, наверное, поближе, что я все-таки навязала. Вот такая салфетка, которая называется ракушки. К ней идет маленькая салфетка, там еще розочка, но это я потом отдельно покажу. Так, дальше. Это вот турецкая роскошь с золотой нитью. Розы. Это вот маленькие салфетки, к ним большие. Это тоже турецкая роскошь. Единорог, тоже маленькая салфетка. Ну, тут это королева Элизабет. Далее тюльпаны, маленькая салфетка. Дальше такая вот маленькая. Это все, абсолютно все комплекты. Просто вот как у меня лежит. Такая классическая салфетка. Розы, вот она большая, очень такая красивая, тяжелая, хорошо держит форму. Это у меня салфетка кристалл под, ну, в общем, на центр стола, под вазу, например. Тоже отлично держит форму, качественно все сделано. Непосредственно салфетка турецкая роскошь. Она многоступенчатая, такая выпуклая. Вот, и очень-очень тоже красивая. Далее вот такие салфетки, ну то, что я вам показывала, подставки под бутылки, бокалы, 2 штуки. Вот у меня мятная такая получилась. Салфетка серенада. Так, вот этой стороной. Она тоже такая немножечко объемная. И также с нитью металлик. К ней идет вот эта маленькая салфетка под бокал. Тюльпаны. Салфетка такая получилась. Еще одна маленькая. Такая вот. Единорог. Большая салфетка, очень красивая. Так. Турецкая роскошь, второй вариант. Она немножко по-другому связана. Сердечки. Вот такая салфетка, это тоже, да, 13 мая связано, как сейчас помню, этот денек. Тоже классика такая. Салфетка пицца называется. Очень красивая. Вот еще маленькая салфетка под бокал. Я все свои комплекты упаковываю вот в коробку, такую крафтовую. Там обязательно присутствует бумага упаковочная, образцы ниток. Вот. И вот как раз-таки к ним, видите, розочки всякие разные. Вот эти держатели для салфеток. Такие розочки, тюльпаны, еще вот такая роза, сердечко, бантик. Потом вот этот вот держатель для единорога, у меня вот такой цветочек. Ну, собственно, вот эта розочка тоже, как вы видите, с бусинкой. Так что вот столько я всего связала. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ссылку на свой интернет-магазин я оставлю
под видео в описании, в инфобоксе. Кому интересно, проходите. Можете хотя бы меня просто поддержать подпиской или же репостом, как на сам магазин там и на какие-то понравившиеся товары. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения абсолютно во всем, в любом творчестве и просто в жизни. И до скорой встречи. Пока-пока.